Понимаете, сейчас Украина это часть предвыборной кампании, и сейчас ничего так в мире, поверьте, сейчас внутренние дела Америки так не повлияют на выборы президента США, как контрнаступление, как война в Украине. Здравствуйте. Сегодня видео на тему Крыма. Это видео я давно анонсировал, уже недели две, но это видео будет немножко отличаться от всех моих предыдущих. Раньше я говорил много информации от себя и раскрывал вам свою точку зрения. Ну и сейчас я, конечно, это сделаю, но в этом видео мне очень важно получить от вас обратную связь. Поэтому, пожалуйста, после просмотра напишите свой комментарий, свою точку зрения. И первое, что я хочу у вас узнать, уважаемые зрители, это то, какие у вас остались воспоминания от Крыма. Я там не был очень много раз, я скажу так, я там в сознательном возрасте был всего лишь несколько раз. Больше я там бывал в детстве. Не то чтобы много раз, но несколько раз был в разных местах. В Ялте не был никогда. Хочу вам сказать свою точку зрения, наблюдения в сознательном возрасте и после, и даже в детстве, как все отложилось. У меня Крым ассоциируется с, конечно, очень ценной территорией, но которую заполонили, если мы берем уже постсоветский период, это была вотчина чисто криминальная. То есть Крым равно чисто криминальные группировки и чиновники. И как это все делилось, я уже, моя аудитория знает, я часто на стримах об этом говорил. Каждый из них считал своим долгом где-нибудь приткнуть, землю раздеребанили, приткнуть свой мини-отельчик или что-нибудь в таком духе. Потом делили рестораны на набережной, абсолютно в каждом городе. К чему я это веду? Я веду к тому, что Крым это было беззаконие, но и сейчас там, естественно, есть в России ничем не лучше. Беззаконие и та жемчужина, которую, я не хочу говорить, что мы ее потеряли. Ее на самом деле никогда и не было. Они на самом-то деле всегда жили своей жизнью. Это очень сложная территория с точки зрения этносов. Почему я сегодня завел эту тему, вы сейчас поймете. Меня возмущают последние высказывания Подоляка. И я вам сейчас включу с ним фрагмент, но перед этим хочу сказать еще несколько слов. По той информации, которая у меня сейчас есть из неофициальных источников, весь Крым сейчас в буквах Z, к большому сожалению. То есть это огромная территория, которую, я напоминаю, у нас очень давно, 10 лет назад забрали. Это было не вчера. И все это видео записывается в контексте, еще раз говорю, Подоляка, других там чиновников и спикеров официальных от власти, которые сейчас буквально зазомбировали или пытаются зазомбировать вас на ту мысль, что все, без Крыма, если Крым не будет украинским, то не будет мира. И я замечаю страшную тенденцию. Где-то у процентов 60-70 людей это так глубоко заседает в голову, что они реально верят, что Крым можно вернуть и что это действительно по-настоящему нужно. Вот послушайте прямую речь Подоляка. Заявили про те, що вже через 6 місяців ви включитеся в прямий ефір прямо з Ялти, будете перебувати там на місці Криму. Що це означає? Перемога за 6 місяців? Це означає, що логіка війни абсолютно очевидна. Ми з вами точно зможемо проговорити про реалії Криму на набережній Ялті. Це питання 6 місяців, чи 5,5, чи 5, чи 7. Це питання не в часі. Це питання, що це буде точно там. І ми зможемо точно говорити про абсолютно ефективне майбутнє Криму як такого. І виходячи саме з логіки війни, з точки зору математики збройної, з точки зору ресурсної можливості і наших партнерів, і Російської Федерації як такої, бо в Росії є 2 партнера, 3 партнера, які теж допомагають і зброєю, це Іран, ви знаєте, це Північна Корея, і, на жаль, це Білорусія, яка так і не вирішила для себе, чи хоче вона бути європейською країною, чи хоче вона вмерти разом з Російською Федерацією в її нинішньому вигляді. Але між тим, це логіка війни, вона абсолютно, це не розуміють, може, в Росії, вони взагалі багато чого не розуміють, але ми точно за дуже короткий час, я маю на увазі з історичної точки зору, це дуже мало, там 6 місяців, чи 5, чи 7 місяців, ми будемо знаходитись в Криму. А чи не занадто оптимістично говорити про те, що через півроку ми вже будемо... Вопрос, и тоже прошу написать в комментариях. Вот как вы считаете, а как ответит Подоляк в том случае, если Крым не вернется ни через 5, ни через 6, ни через 7 месяцев, ни через 7 лет? Вот как ответит Подоляк? Какая его ответственность? А какая ответственность Буданова, который тоже рассказывал сказки, что уже в июне Крым будет украинским? Подоляк уже который раз рассказывает, там, что кофе будем пить, там, с набережной эфир делать. Никакой ответственности. Это трепачи.
Такие трепачи были со времен Януковича. Но я как-то подробнее вам расскажу о биографии Подоляка, откуда этот клоун вообще взялся. И мне интересно, какую он функцию выполняет. Поверьте мне, тоже все не так просто, как кажется неподготовленному человеку. Если хотите это узнать, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк и колокольчик, это очень важно. Люди, я обращаюсь к вам, у тех хоть немножко у кого есть критического мышления. Как вы видите, Путин шизофреник, у которого есть много ядерного оружия. И тактического, и стратегического. Скажите, пожалуйста, как неядерная держава Украина, которая сейчас, к огромному сожалению, мы сейчас полностью на дотации Запада Америки, в плане денег, в плане оружия мы сами ничего не построили за 30 лет, мы ничего не можем. И они делают такие смелые заявления, что Крым кто-то заберет. В это не верит никто, я разговаривал, никто не верит из американских военных в то, что Крым реально забрать, вот так военным путем, в тупую и это сделать, как они вам рассказывают на телемарафонах, на этих своих говноинтервью всяких. Невозможно. Не будет Путин, вы прекрасно знаете, что это за человек, он не будет. Зашли, забрали Крым, поднял руки, ну да, забирайте, я помолчу, я признаю поражение, все, Россия проиграла, мы Крым. Как он после этого выйдет к людям? Это не тот человек, который может проиграть, поймите. Это человек, который нажмет кнопку или еще какую-нибудь гадость сделает. У него сейчас два рычага влияния осталось последних. Первый – это полная мобилизация и открытая, а не частичная и скрытая. Полная открытая мобилизация, дальше только тактический ядерный удар. В стратегический ядерный удар я не верю ни в каком формате, там никто это не сделает из его окружения, и Китай не позволит. А в стратегический я очень даже верю, потому что у него может не остаться выбора. Слава Богу, что мы воюем с армией страны, которая похожа на нашу, где все разворовано и развалено. Если мы воевали против какой-то серьезной армии, конечно, это все просто миф, то, что он создал, вторая армия мира, а лохи купились на это. Сейчас ЗСУ доказало, что все это не так. И вот мы подходим к главной мысли, которую я хочу вам сказать. А ведь никогда, вы вспомните от первого президента до Зеленского сейчас, ни у одного президента не было никакой концепции по Крыму. Никто никогда не обратился к людям, что мы хотим из Крыма сделать вот это или вот это. Зеленский вообще молчал на эту тему. Порошенко много там чего рассказывал, ни хрена не представил никакой концепции. Янукович там все понятно, до него Ющенко. Вот при Ющенко были благополучные времена в Украине. Он какую-то концепцию по Крыму вообще выдал? А я вам скажу, какой должен был быть Крым. Немножко забегая наперед, потому что я рассказывал, что когда у меня уже скоро будет сейчас 100 тысяч подписчиков, я целую программу реформ выставлю. С моей точки зрения, как должна развиваться Украина. И это не зависит от того, сколько будет земель у нас. Потому что во главе угла не земли, а мозги. Знаете, для чего нужны земли Ермаку и Зеленскому и всему этому шоблу? Чтобы распилить деньги, которые будет выделять Запад. Они не способны ничего выдавать своего, никаких идей, повторяюсь, никакой концепции. Только дайте, 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 мы все вернем, только дайте побольше денег. А потом знаете, что будет? Родятся новые олигархи. Вот первая это эпоха 90-х, когда было много госпредприятий, их и сейчас 4000, все надо приватизировать. Но тогда были очень лакомые кусочки, совсем за копейки и вообще полное беззаконие. Они хапнули, стали олигархами. Сейчас вырастут новые олигархи уже на этой помощи. Поверьте мне, вы все это через год, два, три увидите. Совершенно новые фамилии появятся, которые на этом распиле заработают. Уже зарабатывают. Это вообще люди неизвестные никому. Очень много, вернее, из них. Скажите, что мешало Крым сделать настоящей, крутой зоной отдыха, туристической зоной для европейских и вообще мировых туристов? Но почему Турция и Египет за копейку, за $1 продавала земли для того, чтобы американские инвестиции зашли? Скажите, отжали бы Крым, если бы он был утыкан весь американскими сетевыми отелями и другими европейскими крупными корпорациями? Никогда. Точно так же, если бы в Украине была нормальная налоговая система, корпоративное право, честные суды, тут бы уже было море инвестиций, тут бы уже Илон Маск полным ходом строил заводы, никто бы Украину никогда не тронул. Кто это сделал? Никто это не сделал. Все, что им нужно от Крыма, это кусочек земельки, а кому-то большой кусочек земельки. Вы вспомните крымский парламент. Коммуняки какие-то, ну такой нафталин, такое какая-то полугебня, полукоммуняки, какие-то красные директора, криминал. Там же ФСБшников или КГБшников по-прошлому было просто тьма в этом Крыму. И это вам может рассказать любой сотрудник правоохранительных органов и украинских спецслужб. Абсолютно любой, у кого был доступ к той информации, он вам это подтвердит. Так вот, нужно было раздавать такие отели. Уже давно есть технологии делать настоящие бассейны серьезные, с серьезным подогревом, для того, чтобы этот отдых был круглый год. Там нужно было легализировать проституцию, игорный бизнес, криптовалюту, майнинги, все, что только можно. Все, вот там разрешено все.
В рамках разумного, конечно. Но это не надо, конечно, объяснять для адекватных людей. Потому что я говорю прагматично, как здравый смысл, а не какие-то сказки я вам здесь рассказываю. Что делал, вот, отжали Крым, крымские татары? Тоже как-то говорил, с большим уважением понимаю их историю, очень хорошо понимаю. Что делал Мустафа Джемилев? Он сразу упал на хвост Порошенко. Порошенко его купил с потрохами, я так понимаю. Ну так похоже из всему, что мы видели. И чесали. Кстати, вот вы помните такой персонаж Аксенов? Так он раньше вообще был против того, чтобы Крым был частью российской территории. Вот вам доказательства, видео. Сергей, ваши предшественники на ниве русской идеи в Крыму, среди них есть довольно значимые имена, они как раз не против были вот такой идеи войти в состав России. А как вы к ней относитесь? Я думаю, время для этого процесса уже ушло. Сегодня мы живем в Украине, у меня украинский паспорт, украинское гражданство, поэтому обсуждать все проблемы необходимо только в дружеских, братских отношениях. А вот вы сами на какой позиции стоите? Крым должен вернуться в состав России или нет? Я не раз выступал с обращением, что я являюсь гражданином Украины. Я считаю, что никаких переделов и возвратов. Чем Россия отличается от нас? Только количеством полезных ископаемых и площадью. Ну так, по большому счету. Та же самая абсолютная ситуация. Тот же чиновничий произвол абсолютно на всех местах. Такой же низкий уровень жизни. Доходы сегодня, если в Европе 30 тысяч евро в среднем на человека, в России 12 тысяч долларов. Я обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Путину об оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на территории Автономной Республики Крым. Но возвращаясь к Мустафе Джемилеву. Он там у Шустера, помню, выступал. Никакой конкретики. Ну, явно уже старый человек, уже не совсем понимает. Это, ну, не тот лидер, который нужен был крымским татарам. Так не сражаются за свое. Это очень серьезный вопрос, когда вы сражаетесь за свой кусочек земли по-настоящему. То, как сдали Крым, тема отдельного разговора. Турчинов, Петя, все остальные. Тогда был Обама. И я ни капельки не сомневаюсь, что там и Обама сказал, сильно не репайтесь про этот Крым. И именно это Обама кто? Демократ. Я замечу вам, вот этим вот противникам Трампа, при ком это все случилось и как все было. И есть же такие слухи, что на самом-то деле Обама сказал, не вздумайте там стрелять, не вздумайте сопротивление оказывать. Ну там, правда, особо и не было чем его оказывать, это сопротивление. Все было сдано. Украина кишила и кишит. Об этом пойдет речь. Подписывайтесь на канал в следующем моем видео. Я вам расскажу по поводу сетки агентов в Украине. И вот так там все было построено. Схвачено, пересхвачено. Знаете, украинская армия была, ну, по своей мощи, я имею в виду по тяжелому вооружению, да, на очень серьезных позициях в 1991 году. Все разворовали, распродали на Ближний Восток, в африканские страны. Кто, точно не знаю, как-то мне приснилось, что при Балоге и при Гриценко, великом полковнике, вечном кандидате в президенты, было продано больше всего. А помните, вот если сейчас меня смотрят футбольные болельщики, помните футбольный клуб Таврия, Куницкий такой был, а потом Фирташ. Вы думаете, это что, рыночные люди с каким-то реальным бизнесом? Это такое политическое решалово-перерешалово, бюджет, криминал, бюджет и больше ничего. А ведь Крым действительно уникальная территория. Просто жаль, что так получилось. Конечная моя мысль такова, и я это говорил уже 100 раз, но еще раз хочу повторить. Я не призываю отдавать никакие территории, потому что Крым де-факто не наш, Донбасс де-факто не наш. И я считаю, не стоит украинские жизни ребят из ЗСУ и гражданских, любые украинские жизни, того, чтобы потери были колоссальными, идти на такой риск и возвращать вот эти территории, на которых, во-первых, адепты русского мира одни живут. Вы сейчас, если зайдете в Крым и проведете даже независимый опрос, там 80%, не менее 70% таких яро упоротых адептов русского мира. Вы их ничем не переубедите. И тут же опять-таки подходим еще раз к главному, возвращаемся, вернее, к главному. Чем подкупает всегда Путин? Высокие зарплаты силовикам и социалочка, то есть там пенсии, все, те, кто получают из госбюджета деньги. У нас всегда, единственное, что пытались идти по такому пути. А где-то на какое-то ток-шоу, помню, затрагивают тему Крыма и сразу, ну надо было вот социально, вот пенсии, если бы. А кто-то хоть раз сказал, а может быть для бизнеса нужно было создать условия, так как я говорю, для мирового и для украинского особенно. Я за внутреннего инвестора больше переживаю, чем за международного. Я сам был внутренним инвестором, пока не пришлось уехать из Украины. И я знаю, как это тяжело. Зеленский рассказывал сказки про инвестняне, это все невоплощаемые идеи, потому что он слушает какого-то завербованного Ермака и еще 1000 разных идиотов. И вот уже позор, провал по всем фронтам.
Они выходят сейчас, Подоляк и Буданов, и Данилов. Надо еще Крым, все, без этого война закончится, когда Крым и Донбасс вернутся нам военным путем. Люди осознают вообще то бремя ответственности, которое они на себя берут. Они понимают, о чем они говорят. Где дети Данилова? Вопрос. В 100-й раз рассказываю. По моей информации, выехали за несколько дней до войны. Слухи в интернете там, что Майами, еще где-то там, где я не знаю. Где дети других деятелей? Кто-то на фронте? Нет, никто не на фронте. Но они упорно вам рассказывают, что нужно идти забирать военным путем. Войну надо закончить любым способом. Я не призываю 10-й раз ничего отдавать. Отдан уже Донбасс, отдан уже Крым. И не мной отдан. Кем отдан, задавайте туда вопросы. Не зададут. Почему? Расскажу в следующем видео. В Украине, знаете, вот как государство себя называет родиной, когда ему что-то, как сейчас, от вас нужно, на фронт идти, границы закрыли, не выпускают, женщин там хотели призывать, бабки давай, бесконечно, бабки, бабки. Уже в Инстаграм невозможно зайти, уже все собирают деньги, уже банк, это монобанк, там сборы, там сборы, там сборы. Этот Притула своим аферизмом занимается, и, на мой взгляд, конечно. Стерненки, вот это вот все, уже кто, все уже волонтеры, все уже какой-то пиар, это Маша Ефросинина уже, не знаю, там, деятель всемирного масштаба, все что-то суетятся, все уже готовятся к будущей политической жизни, к медиа жизни, каких-то листов себе собрать. А где в этой схеме вообще люди, я не могу понять. Как это определить? Концепция. Вам никто никогда не вышел и не показал Крым вообще, как его видят в составе Украины, если бы он завтра стал украинским. Вот знаешь с Крымом, что делать Данилов, знает с Крымом, что делать Подоляк, Ермак, ну Ермак точно хорошо знает. Я вчера рассказывал, зайдите посмотрите, Ермак уже тренера сборной Украины по футболу назначает, я не шучу, я на полном серьезе. Понимаете? Так к этому Ермаку миллион вопросов. Вот к Ермаку нужна сейчас международная помощь, и там пойдет самые серьезные вопросы. Они настроят там своих бизнесов, если это можно так назвать. Все вне конкуренции, вне рынка, все пролоббировано, конечно, с госбюджетом. Тендеры пойдут. Представьте, десятки миллиардов долларов там будут. Вот для чего нужен Крым. А вы думаете, что Крым это принципиально патриотичная какая-то вещь? Зеленскому лапши навешали, а он эту информационную мивину поедает, так как и большинство телезрителей, тех, кто телемарафон смотрит. Ничего не понимает. А по Донбассу какая-то была концепция? Вот Донбасс родил Ахметова, еще там, поверьте мне, очень много богатых людей. Януковича родил, местных царьков родил. Ничего больше Донбасс не сделал. А люди ненавидят всю остальную Украину, в большинстве своем. Нормальные люди, у меня много друзей из Донбасса. Они нормальные уже уехали давно оттуда, проукраинские люди. Никто об этом не хочет вам говорить. Упорно, меня это реально беспокоит. Каждое утро здесь в Америке начинаю свой день, проглядывая ленту новостей, телеграм-каналов, украинских новостных сайтов. Просто в информационном пространстве со дня на день какой-то чиновник, там то ли Кулеба, то ли еще кто-то, обязательно своим долгом должен упомянуть Крым-Донбасс. Но особенно акцент на Крыме они делают. Ну вы же обманываете людей. Ну вы же обманываете людей. А люди на это ведутся. Вот за что обидно. Никто не пытается анализировать. В тот Крым 70% тех, кто его сильно хотят, никогда там и не были, и не будут. Он нужен только тем, кто там планирует зарабатывать деньги. Но знаете, как зарабатывать? Не так, что бизнес какой-то построить, повторяюсь, в поле, на условиях открытого рынка, в капитализме. Нет. Тендер, земелька, землеотвод, еще преференции. Было, будет. При России там сейчас вообще бедлам. Я просто почему-то говорю, да, там выше там пенсии, там вот это вот все, но это для быдла, для пролетариата. Я не хочу с вами общаться как с быдлом, как это делает что украинская власть, что Путин. Я хочу общаться с вами как с нормальными, здравомыслящими людьми, которые понимают вообще, как происходят все эти процессы. Про контрнаступление мы поговорим отдельно. Вот сегодня Данилов вышел, сказал, что 5-6 человек в мире, во всем мире, на всей планете знают, как будет происходить контрнаступление, с какой стороны, когда, что, как. Я вам скажу, если в числе этих 5, а 100% в их числе Ермак, то значит уже знает 5000 других там агентов и всех остальных. Я вам точно это говорю. Я просто вам говорю это 100%. Я не военный эксперт. Послушайте американских, британских генералов, послушайте, почитайте Американский институт военного дела. Британскую разведку послушайте. Да все понимают, что Крым забрать невозможно военным путем. Это просто какая-то нереальная вещь. У Путина есть ядерное оружие. Почему Израиль с клочка земли невероятных масштабов государства построили страну? Потому что мозги во главе угла.
Всегда сводится все там к мозгам. Человек – главный ресурс. Жизнь человека превыше всего. Посмотрите, сейчас в Израиле происходит опять с Хамасом, с этими, со сектор Газа, сопротивление. Они могли выйти, задушить их там всех. Там перед каждой операцией садятся и просчитывают потери. И даже если те по беспределу дерзко себя ведут, всегда во главе угла будет холодная голова и поменьше жертв. Если это того не стоит, если мы понесем там потери, я говорю от лица государства Израиль, значит, мы не идем на эту операцию. А у нас, вам заявляют, идти на ядерную державу, во главе которой стоит шизофреник. И подчеркиваю, никакой ответственности те люди, которые к этому призывают, в итоге не понесут. Института репутации в Украине вообще не существует. Они вам могут рассказать самые любые, самые дерзкие, невероятные сказки. Никто ни за что не отвечает. Сколько раз Арестович рассказывал про 2-3 недельки, про 5-е, 10-е. Его уже с Дугиным, с Корчинским застали, все в сеть вылилось. А я там находился по спецзаданию разведки Украины. Я на ГУР украинский работал, изнутри разваливал ФСБ. Понимаете? Так и эти скажут. Ну, как вот Арестович, я вынужден был врать людям, чтобы инсультов, инфарктов меньше было в стране. Охрененно оправдался. Так и Данилов скажет, ну я же боевой дух должен был поддерживать. Так ладно, пусть говорят, вы зачем в это верите? Особенно обращаясь к людям, у которых сейчас мужья, дети, внуки, друзья, родственники, кто угодно, соседи на фронте. Давайте здравый смысл как-то включим. Давайте будем развивать те территории, которые наши. Давайте другое во главе угла ставить. Давайте экономически станем великими. Для начала. Давайте что-то сами построим, давайте созидать. Давайте перестанем, по сути, тем, чем Путин занимается. Рассказывать, какие мы обалденные, нам надо территории, вот это вот все. Да если бы были умными и серьезными, у нас бы Крым никто не смог бы забрать 10 лет назад. Мы были ослаблены. Мы и остались ослабленными, на нас напали. Зеленский про шашлыки рассказывал, смеялся с Блинкина, смеялся с директора ЦРУ. А сейчас бегает, сюда ездит, оружие выпрашивает. И, к сожалению, сейчас не повезло с президентом США, что этот Байден, сонный Джо. Понимаете, сейчас Украина – это часть предвыборной кампании. И сейчас ничего так в мире, поверьте, сейчас внутренние дела Америки так не повлияют на выборы президента США, как контрнаступление, как война в Украине. Но я об этом рассказываю много на стримах. Вы подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. В воскресенье в 20:00, каждое воскресенье у меня стримы. Это прямой эфир, где мы часа 2 обычно разговариваем, отвечая на вопросы, общаемся с аудиторией. Люди, призываю вас включить критическое мышление, фильтровать прессу, поменьше подоляков слушать. Русские, если посмотрят, мне вам сказать нечего. Мне вам сказать нечего. Ваша участь, она печальная, потому что вы не свободные. Вы не свободные. С крымчанами говорить нечего, там все понятно. Мне человек конкретно сказал, что весь Крым в буквах «З». Это печально. В Донбассе те, кто остались, там такая же ситуация. Ну, друзья, жду ваши комментарии, это важно для меня. Поделитесь вашим опытом с Крымом, вашими наблюдениями. Люди старшего поколения, возможно, там очень много раз бывали в сознательной жизни. Ну, может, вы опровергнете, что там было не криминал, не местные царьки, может, там был капитализм, свободный рынок, честные суды, верховенство права. Может, я что-то путаю? Напишите, пожалуйста. Давайте дискутировать. Спасибо, что смотрели видео до конца. Пока.